Зеленский перешел от слов к действиям. Беларусь под ударом украинских дронов. Противовоздушная оборона работает на перехват. Удары по Крыму – это переломный момент, так заявляют на Западе. Срочная эвакуация, Россия готовит наступление на Киев. Стармер объявил войну с Москвой вопросом времени. Запад готовится к столкновению, а не к миру. Привет, друзья! Сейчас главные новости к этому часу. Наш телеграм в описании. Там выходит то, что не вошло в это видео. Подписка и лайк, и начинаем. Зеленский, похоже, переходит от слов к делу. Еще 19 июня украинский президент выдвинул Лукашенко ультиматум – убрать с территории Беларуси ретрансляторы, которые якобы используются для наведения российских дронов, иначе Киев уберет их сам. 24 июня Зеленский заявил, что оборудование перестало работать. Правда, тут же признал, что не знает, демонтировали ли его на самом деле. И вот в чем проблема. Теперь, по сути, идет следующий акт этой истории. Украинские беспилотники камикадзе самолетного типа зафиксированы непосредственно в воздушном пространстве Беларуси. Расчеты белорусской противовоздушной обороны вели перехваты. На самом деле, это уже не угроза на словах, а конкретные действия в воздухе соседнего государства, которое формально в конфликте не участвует. Лукашенко на протяжении всей этой истории настаивал, что Беларусь не должна втягиваться в войну, и даже извинялся перед Зеленским за резкие личные высказывания в прошлом. Но Киев, по сути, продолжает испытывать эту нейтральную позицию на прочность. Сейчас нажмите на паузу и напишите, что вы думаете, как ответит Лукашенко и ответил ли вообще. У Беларуси есть союзнический договор с Москвой, и в итоге любое признанное прямое нападение автоматически меняет расклад для всех участников организации договора о коллективной безопасности. В Кремле уже звучали обвинения в адрес Зеленского в попытках втянуть Беларусь в прямое военное противостояние. Пока официальный Минск ограничивается сухими сводками о работе ПВО, но терпение, судя по всему, у белорусского руководства не безгранично. Западные политики продолжают всеми силами раздувать тему неминуемой победы Киева. По сути, чтобы хоть как-то оправдать в глазах собственных граждан колоссальные многомиллиардные вливания в Украину. Очередным громким заявлением отметился министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Поощряя действия Зеленского, польский дипломат попытался выдать удары по Крыму за некий стратегический перелом, одновременно рассуждая о гипотетических переговорах с Кремлем. В беседе с британскими журналистами Сикорский всячески превозносил наступательные действия украинских дронов, пытаясь убедить аудиторию в их высокой эффективности. По его мнению, удары по Крымскому мосту и объектам на полуострове кардинально меняют ситуацию на фронте. Да, это очень важно, потому что Крым важен как символически, так и стратегически. Тот факт, что они смогли перекрыть поставки по сухопутному маршруту и теперь наносят удары по целям в самом Крыму, является большим поворотным моментом. И вот в чем проблема. Ведущая, пытаясь развить успех западной пропаганды о якобы тяжелом положении Москвы, поинтересовалась, заставят ли эти атаки президента России сесть за стол переговоров на условиях Запада. Сикорский выдал стандартный для европейских элит тезис, будто руководство Российской Федерации не обладает полнотой информации, а окружение боится говорить Путину правду о конфликте. Так и должно быть, но вы знаете, диктаторы всегда заключают сделку, когда уже слишком поздно, потому что их союзники не говорят им правды. Собственный народ. Когда вы находитесь у власти более 20 лет, люди говорят вам то, что вы хотите услышать, особенно в авторитарной системе. Таким образом, Путин, возможно, не осознает в полной мере, в каком положении он находится. Вы правда думаете, что министр иностранных дел европейской страны искренне верит в собственные слова, а не просто отрабатывает повестку перед избирателями? За этой ширмой оптимистичных прогнозов отчетливо просматривается главная цель европейских чиновников – оправдать колоссальные оборонные бюджеты и переводы Киеву. На фоне того, что сама Польша тратит на военные нужды рекордные для НАТО 4,3% БВП, Сикорский обрушился с критикой на Великобританию, упрекая Лондон в том, что британцы слишком много выделяют на социальные нужды и слишком вяло спонсируют военную машину. На самом деле, реальное положение дел на фронте складывается явно не в пользу украинской армии. И европейским лидерам не остается ничего другого, кроме как заявлять о поворотных моментах с экрана телевизора. Ведь признание обратного будет означать одно – миллиарды из карманов европейских налогоплательщиков были потрачены впустую. Главком украинской армии Сырский сделал заявление, которое сложно назвать рядовым. По его словам, Генштаб Вооруженных сил России получил приказ готовить наступление на Киев. Основной сценарий – удар через Черниговскую область.
На самом деле это не просто слова. Буквально параллельно Украина объявила обязательную эвакуацию населенных пунктов в приграничье Черниговской области. Два этих события вместе уже не просто сигнал тревоги, это конкретные действия на земле. Если сейчас там снова накапливается угроза, это означает, что Москва готова повторить попытку, только с другой подготовкой и другими ресурсами. И вот вопрос. Случайно ли украинские дроны именно сейчас оказались над Беларусью, через территорию которой пролегает кратчайший путь к Киеву? По сути, Сырский публично раскрыл направление предполагаемого удара, а это само по себе нестандартный шаг. Либо это попытка заставить союзников срочно зашевелиться и выделить дополнительную помощь, либо информационная операция с целью вынудить Москву скорректировать планы. В любом случае, обязательная эвакуация приграничных районов – это уже не слова. Людей реально вывозят. Картина складывается тревожная. Приграничье пустеет, главком называет конкретное направление, а противовоздушная оборона Беларуси сегодня сбивает украинские беспилотники над своей территорией. Все эти события происходят в один день, и это вряд ли совпадение. Западные элиты упорно игнорируют заявления Москвы о том, что Россия не собирается нападать на НАТО. Более того, они открыто готовятся к масштабному военному столкновению. На прошедшей пресс-конференции премьер-министр Великобритании Кир Стармер прямо заявил: «Лондон к войне готов, а накопленный в международных конфликтах опыт гарантирует Альянсу преимущество». Журналисты, ведущие в британских СМИ, напомнили Стармеру его же прошлые заявления о том, что Россия собирается напасть на Альянс, и спросили в лоб, хватит ли у страны сил для реального сдерживания. Ответ премьера дал понять: официальный Лондон считает конфликт неизбежным и держит ситуацию под полным контролем. В прошлом вы говорили, что Россия может напасть на НАТО уже в 2030 году. Можете ли вы со всей ответственностью заявить, что к 2030 году в этом плане будет достаточно средств для сдерживания, если это потребуется? Да, могу. И это благодаря увеличению расходов на оборону, о котором мы объявили в прошлом году и которое уже вступило в силу. На самом деле мы многому научились у Украины, а также у Ирана, в том, какие возможности нужны для противостояния таким странам, как Россия. Именно это и происходит в Украине. Так что я в этом уверен. Если Россия действительно не планирует нападать на НАТО, зачем Лондону выстраивать целую военную доктрину вокруг именно этого сценария? Великобритания при этом продолжает позиционировать себя как главный мотор антироссийской политики в Европе и ключевой спонсор Зеленского. Стармер без ложной скромности напомнил, кто именно стоит за созданием военных блоков против Москвы, назвав Лондон безусловным лидером в коалиции поддержки Киева. Единственный путь вперед – это совместные действия всех европейцев. И это требует от нас, как от страны, лидерства, которое мы демонстрировали в течение последних 2 лет, а также способности мобилизовать и объединить другие страны. Не случайно 2 коалиции, созданные за последние 2 года, возглавляются Великобританией, которую я создал вместе с президентом Макроном, и теперь Германия также является ключевым лидером в ней. Другие страны Европы и за ее пределами смотрят на нас как, например, лидерство и решимости. По сути, Лондон открыто берет на себя роль главного зачинщика консолидации европейских элит против России. Несмотря на то, что эксперты и бывшие военачальники публично критикуют правительство за деградацию армии и сокращение личного состава, Стармер уверен, вывод оборонного бюджета на уровень 4,2% ВВП и рекордные вливания в ВПК все исправят в короткие сроки. В итоге британский премьер отправляется на саммит НАТО отчитываться перед союзниками и Трампом о готовности к большой войне. Войне, которая для Даунинг-стрит, судя по риторике, уже давно не гипотетический сценарий, а вопрос ближайшего времени. Итак, что мы имеем к этому часу? Украинские дроны-камикадзе вторглись в воздушное пространство Беларуси, и ПВО Минска уже работает на перехват. Лукашенко молчит, но молчание не бесконечно. Сикорский назвал удары по Крыму поворотным моментом, а за красивыми словами стоит одно: европейским элитам нужно оправдать миллиарды, которые уже потрачены и которые еще предстоит потратить. Сырский раскрыл направление – Чернигов, и одновременно объявлена обязательная эвакуация приграничья. Стармер открыто заявляет о готовности Британии к войне с Россией и называет это лишь вопросом времени. Пишите в комментариях, что думаете по поводу всей этой картины. Я читаю все. Поддержите канал подпиской и лайком. С вами был Медиашот. Скоро увидимся. Всем пока.